Привет, меня зовут Лена. Я готовлю ПП-десерты без сахара. Сегодня я покажу вам самый простой и аккуратный способ приготовления творожных сырков, а также самый удачный ПП-рецепт самих сырков. Они получаются безумно вкусные и красивые. Друзья, на канале моего мужа Артема вышел рецепт апельсиновых ПП-маффинов с шоколадом. Это простой рецепт. У вас получатся вкуснейшие маффины, богатые белком. Ссылка в описании под видео. Нам понадобится творог. Для этого рецепта лучше всего подойдет творог в брикете, который сразу не содержит больших крупинок. Он уже как будто перетертый. Творог не должен содержать много влаги, всю лишнюю жидкость нужно слить. Жирность может быть любая, у меня обезжиренный. Добавляем 5 грамм подсластителя, пол чайной ложки натурального экстракта ванили и 2 столовые ложки кокосового масла. Перемешиваем. Творог не должен быть холодным, чтобы масло не застыло. А масло здесь можно взять и сливочное, и масло ги, любое, которое застывает в холодильнике. В рецепте минимальное количество – 10 грамм масла, но можно взять и больше – 30-40 грамм, если вас устраивает большее количество жиров. Можно добавить в эту массу какао или мелко нарезанные сухофрукты, орехи и тем самым получить новый вкус. Перекладываем творожную массу в кондитерский мешок. Распределяем ее внутри мешка, стараясь избежать пузырей, чтобы творог выдавливался из мешка ровным слоем. Срезаем с мешка кончик так, чтобы отверстие было около 2-3 см в диаметре. Отсаживать сырки можно на любую плоскую поверхность, которую легко перенести в морозилку. Я предпочитаю доску покрыть пищевой пленкой, чтобы совсем ничего не испачкать. К тому же от пленки замороженные сырки отходят очень легко. Отсаживаем небольшие колбаски, кончик срезаем ножом. Таким способом очень легко получить идеально ровные сырки без специальных форм и какой-либо лепки. Буквально 5 минут на приготовление. Последний не всегда выходит ровным, но можно придать ему форму с помощью того же ножа. Вставляем в сырки деревянные шпажки и отправляем их в морозилку примерно на 2 часа. Для покрытия нам понадобится около 200 грамм шоколада без сахара. У меня горький, но можно взять любой. Самый экономичный способ – это растопить шоколад в узком стакане. Так шоколада потребуется меньше. Растапливаем любым привычным для вас способом, например, поставив стакан в горячую воду или импульсами в микроволновке. Шоколад должен стать полностью жидким и очень теплым на ощупь. Если есть время и желание, можете протемперировать шоколад, тогда на готовых сырках он не будет таять в руках. Чтобы шоколад не застывал от контакта с замороженными сырками, я ставлю стакан с шоколадом в кружку с горячей водой, но не в кипяток. И будьте осторожны, вода ни на каком этапе не должна попасть в шоколад. Достаем хорошо промороженные сырки и окунаем их в теплый шоколад. Хорошо проворачиваем, чтобы полностью покрыть сырок. Даем излишкам шоколада стечь обратно в стакан. Держим на палочке и дожидаемся, когда шоколад станет матовым. Это происходит буквально за 20 секунд. Шоколад очень быстро замерзает на ледяном сырке. Все готово. Также поступаем с каждым сырком. На последних может немного не хватать шоколада на самую верхушку, но ее очень легко покрыть, добавив теплого шоколада ложкой. Сырки готовы. Как бы вы ни покрывали, всегда останется растопленный шоколад. Самый простой способ его использовать – это добавить в него молоко 1 к 1. У меня осталось 80 грамм горького шоколада, значит я добавляю 80 грамм теплого молока. Тщательно перемешиваю. Получается простая и вкусная шоколадная глазурь. На всякий случай можно пропустить ее через сито, чтобы точно не попало крупинок творога. Вот в таком виде в кондитерском мешке можно заморозить глазурь и достать в любой момент, когда вам понадобится украсить торт или другой десерт. Достаем шпажки из сырков и все готово. Вот такие аккуратные, матовые и очень красивые сырки получились. Приготовление крайне простое, а результат превосходный. Ровный аппетитный разрез, классический вкус и при этом отличный состав. Эти сырки богаты белком, не содержат сахара и трансжиров, в отличие от магазинных. И к тому же очень вкусные.
Готовьте с удовольствием, готовьте красиво и радуйте своих родных и близких полезными десертами. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк, мне будет очень приятно. Пока!